Ребята, всем привет! Короче, сегодня у меня такое веселое событие. Ездил вот в Питер, приобрел себе новый микроскоп Leica iVesta 3 с C-mount. Это для, короче, камеры. Это, короче, полный аналог Leica S9D. Просто, iVesta это уже более новая модель. Они его сделали, замена Leica S9D. Сейчас, по-моему, насколько я помню, на сайте даже Leica в разделе про Leica S9 она пишет, что это архивная модель уже и заменена на как раз вот iVesta. То есть, в принципе, все по схеме, по характеристикам абсолютно они идентичны, весь обвес подходит от одной к другой. Вот. Ну и просто внешний вид мне больше посимпатичнее зашел, черненькая, потому что в гараже, сами понимаете, белый, он заляпается, весь будет как чушок. Вот. Так что вот такой вот будет сейчас у нас обзор получится. Наверное, я его разобью на несколько частей, потому что сегодня, наверное, сделаем обзор вообще просто, что я взял, и сам микроскоп, то есть обозрим. А потом отдельно я тогда еще сделаю там гайдик по подсветке, там расскажу, что, зачем и как. И, соответственно, по камере. Там, то есть, все в одно видео, оно очень длинное получится. Вот, там тоже всяких мулек хватает. Вот. Ладно, ребят, погнали. Будет интересно. Ребят, вот в такой коробке он вставляется. Так, сейчас будем его скрывать. Я его, конечно, уже скрывал. Дома попробовал. Все к чему. Так. Достаем вот такие эти упаковочные штуки. Вот. Упакован он, соответственно, очень качественно. Такие вот пупырки. Комплектация, в принципе, самого микроскопа. Вот у нас объективы. Краткая памятка. Вот. Теперь коробку мы в сторонку уберем. Выглядит он вот так. Микроскоп по схеме Greenough работает. Вот у нас сюда крепится камера через переходной адаптер. Ну, это потом, тогда попозже я ее соберу, покажу просто. Вот. Вот так он у нас. Серийничек закроем, чтобы, ребят, никого не подставлять. Выглядит. Вот. Соответственно, вот сюда вставляются объективы. Ну, мы его сейчас сразу закрепим, то есть, чтобы это... То есть, я еще летом покупал, не стал я к нему фирменный брать кронштейн. У меня есть от Nikon оригинальный это, кромольера. Тугая и это, удобно. Тоже он там, сколько, 76 миллиметров стандартный у него посадочный этот размер, а то все время тоже путаешься. Сейчас скажу. Ну да, 76 миллиметров отверстие стандартное. Вот, пленочки я, пожалуй, ну, вот это можно снять, я думаю, она не нужна уже. Вот так вот. Вставляем наш микроскоп. Делаем его по центру. Зажимаем винтиком. И, собственно, сам микроскоп у нас выглядит вот так. То есть, вот они. Это ручки у нас увеличения. У него увеличение, короче, от 6 до 55 крат. Ну и, соответственно, вот этими кромольерой будем двигать его, фокус на расстоянии ловить. Так. Что дальше у нас? Дальше у нас идут вот такие вот объективы. Выглядят они вот так. Это вот номер, наверное, это... Не знаю, фокусируется. Вот номер детали. Вот так они регулируют эту. Вот шкала. Видите, перекрывается. Ну, подстраивают диоптрии. Вот. Снимаем. И они вот тут такие вот проточки, как бы он так плотненько вставляется. Крышечки тоже все уберем. Вот так, такие вот интересные пенальчики для перевозки. Вот.
Подготовка, в принципе, как микроскоп, такового все готово. Линзы у нас, объективы выставили. Вот, но, соответственно, микроскоп у нас как бы не был бы микроскопом. Нам нужна подсветка. Сейчас будем дальше все распаковывать, весь набор, что я взял. Но пока потом сам микроскоп обозрим. Вот, то есть это мы уберем. Тут краткая какая-то инструкция, что-то там. Еще даже не читал, мы же русские люди, нам это надо читать в последний момент, когда все сломаем. Ну вот, и так, еще, ребят, я тут прикупил к нему, сейчас покажу чего. Вот, оставим. Подробный обзор на эти вещи я сделаю отдельное видео, потом запилю. Потому что это очень, на очень надолго пойдет. Так, смотрите. Короче, у нас блок питания для подсветки. Выглядит он, если что, номер детали. Вот так. Лет 5000 у нас подсветка. Фирменная лейковская будет. Нет, не 5000, у меня 3000, просто этот блок питания, он идет универсальный у них. Вот, обычный, как ноутбучный, но у него такой филипперстый разъем. Это если покупать полный набор, там еще дополнительных подсветок их можно в одну линию объединять. И, соответственно, будет у вас... Так, потом, вот тут, то есть отдельный кабелек, это вот если несколько разных подсветок, как в одну сеть собирать с управлением, да. Вот, сама подсветка, сейчас я откручу. До кучи я еще купил очень мощную штуку. Поляризационный фильтр Leica. Номер его вот такой. Потом покажу тоже вкратце, как он работает. Вот. В коробке, в принципе, все. Подсветка, кабелек и больше ничего. Фильтр это отдельный приобретал. Не в коробке. Вот, подсветка у нас выглядит вот так. Соответственно, монтируется она элементарно. Тут, во-первых, вот внутри упорчики, да, и такой тефлоновый этот прижим. Держится все надежно. Вот так вот вставляем ровно, да, то есть по плоскости. Прям полоборотик, все, она крепко, хорошо держится. Так, ну пока и снимается тоже она также элементарно. Вот. Купил, то есть подсветка получается. Поляризационный фильтр. И еще я тут одну штуку. Куда я положил-то? Вот. Потому что под поляризационным фильтром это для инспекции, а для работы каждодневной. Еще вот такой вот рассеиватель света. То есть он также, все вот эти доп. Оборудования, они вот вкручиваются по резьбе на подсветку. Что поляризационный фильтр также вкручивается, да, он вкручивается, короче. И потом относительно этой вот ездит, можно менять поляризацию света. Вот. Но на эти вещи я вам потом подробный обзор покажу. Сейчас пока будет общее обзорное видео. Кстати, ребят, не забываем подписываться на меня в Telegram. Вот. Потом у меня на Дзене канал тоже я дублирую, веду, не дай бог, если что-то там у нас тут произойдет. Вот. Ну и Бусти у меня еще есть. Все ссылки в описании под видео будут. Ну, они у меня есть под каждым видео, если что. Там тоже много полезной информации, всякие анонсы выкладываю. Так, подсветка у нас собирается вот так. Вот тут вот с торца есть разъем. Соответственно, мы сейчас напрямую подключаем блок питания, потому что у нас просто одна подсветка. А так вот вторым кабельком есть еще блок, который крепится сбоку и типа этими волноводами. Можно с боков еще дополнительный свет давать. Соответственно, вот у нас подсветку, грубо говоря, мы подключили. Кабель, конечно, такой монументальный, здоровый. Крепим. Все, подсветка у нас стоит. Я сейчас пока уж не буду тут все облагораживать, это я потом пока просто подключу. Ну, соответственно, обычный кабель питания, как компьютерный. И мы ее подключаем. Никаких тут трудностей с этим ни у кого возникнуть не должно.
Ну вот, подсветочку мы включили. Кнопочки включили. Все, она у нас регулируется. Вот она, минимальная яркость. Сейчас. Вот, все, минимальная яркость этой подсветки. Плюс она такая, ну, с управляемой. Можно выбрать режим половину, один сектор и переключать направление, с какой стороны падает свет. Или же там есть эффекты, то есть по диагонали высвечивает. Но это я вам потом покажу все. Сейчас просто не хочу на это отвлекаться. Вот, то есть подсветку мы запилили. Ну и куда же? Мы же ютуберы-блогеры. Ну и плюс еще очень тут полезные функции у комплекта у этого будут. Я вам потом тоже засниму все это подробно. Просто на все это очень много времени потребуется. Вот, купил я промышленную еще к нему камеру. Высокого разрешения в 4К пишет. Вот. У нас получается, камера может работать по сети. То есть она может даже потом, кстати, настроить, чтобы сразу в OBS писать с нее. Потом у нас USB видео может по USB каналу вещать туда. К ней подключается мышка, можно проводить измерения всякие. Это я тоже вам потом все эти функционал покажу. SD-карточку сразу тут в комплекте идет. Ну вот, то есть у нас сама камера. Вот такая. Такая довольно увесистая. Блок питания, соответственно, для этой камеры такой простенький, обычный. Еще он у нас 12 вольт, 1 ампер. Потом с ним в комплекте с этой камерой идет мышка вот такая. То есть можно ей проводить там измерения. Это я вам потом покажу все эти менюшки. Соответственно, HDMI кабель для подключения к монитору компьютера. Вот. Потом вот тут вот есть USB мышь, USB видео. А вот в USB 3.0 мы можем подключать. Тут в комплекте идет в принципе Wi-Fi адаптер, да, к ней. То есть можно управление по Wi-Fi делать ей. Но ну, через Wi-Fi там если какие-нибудь скидывать там фотку, потоковое видео, ну, не знаю, не очень, мне кажется, будет. Ну, попробовать надо будет. И плюс в комплекте идет SanDisk, флешка скоростная. 32 гигабайта, 120 мегабайт скорости обмена. Вот на нее будем тоже как раз видео писать. Ну и, соответственно, чтобы все это дело подключить к, соответственно, вот сюда, нужен специальный адаптер. Вот этот адаптер тоже очень дорогой, нифига не дешевый. Но, как бы, вариантов нет, надо. Ну, давайте я его сразу прикручу. То есть, в принципе, тут, ну, как сейчас объясню. Вот, мы открываем затычку. Откручиваем вот эту заглушку с адаптера. Вот. Тут резьба. То есть, эту резьбу аккуратненько вкручиваем. Ну, опять же, вот тут фирменный номер этой штуки. 0,63. 0,63 я взял. Вот. Чуть-чуть поджали, все, достаточно. Ну и, соответственно, откручиваем. Потом я общий вид вам покажу. Вот, устанавливаем камеру. Все очень плотничком вставляется. Все поджали слегка. Сюда это достаточно. То есть камеру мы наладили. И, соответственно, по HDMI кабелю я, наверное, на монитор, потому что в USB режиме я еще не пробовал, как по Wi-Fi или по Ethernet. Вот этот функционал с мышки, это сторонний софт настраивать, я еще в этом не разбирался в вопросе. То есть в самой камере уже заложен функционал, то есть можно измерять прям размеры, там отверстия, диаметры, там пятаки, шарики, если то есть БГА подбирать, когда какого размера контактной площадки, все замерять очень удобно и классно. Вот. Как-то вот так. Давайте я сейчас за кадром тогда соберу до конца все. В принципе, вот такой набор. Подсветка, полярик фильтр поляризационный и рассеиватель. Вот. То есть вот такой наборчик. Покупал я это все в Питере. Зовут человека Александр. У него есть профиль в Авито. Я все контакты в описании приложу. Вот. По поводу их приобретения мне не надо ничего писать, может напрямую, он все очень квалифицированно и качественно вас проконсультирует. Человек тоже довольно давно занимается разными вещами, возит разное оборудование, сам занимается ремонтом асиков вот этих вот майнинговых. То есть так,
довольно прошаренный человек в нашей области. Вот. Так, давайте пока прервемся, сейчас все соберу и дальше уже покажу, что там и как у нас картинки. Ребят, короче, вот так теперь выглядит у меня микроскоп. Это уже с камерой подключенной, с подсветкой. Вот так выглядит подсветка. Ну, соответственно, вот регулируем усилие, такой плавный, тяжеленький у никонского это. Соответственно, вот мне 0,5, 1, 2, 30, 40, 50 и 55 максимальное увеличение вот такими щелчками. Ну, то есть можно где-то в среднем положении остановить, но как бы ты уже понимаешь по щелчкам. Вот. Регулируются вот эти штуки. Вот они. Сводятся межзрачковые, вот так у них регулируются. Тут все везде резиновые манжеты, как бы от пыли защита. Ну, соответственно, теперь вот надо все думать, как это кабеля организовать. Надо купить, во-первых, наверное, HDMI угловой какой-нибудь, чтобы поаккуратнее вверх не торчал и пропустить как-то жгут сделать. Вот. Ну, соответственно, от фаяза штатив все бомба, все жестко, все хорошо. Короче, сейчас у нас через этот вход, короче, не работает. Надо сейчас будет тогда подобрать, наверное, все-таки монитор с DVI входом. Сейчас, короче, вам на камеру, наверное... Нет, почему? Я вам сейчас покажу. Подключим ее через USB кабель. Но не будет этой менюшки. Так, подключаем. Сюда. USB видео. Мы подключили сейчас эту камеру. И посмотрим. Так, поднимай девайс. Сейчас она настроится. Мы ее попробуем добавить с нее изображение. Так, добавить устройство видеозахвата. Назовем его Лейка. Так, добавить. Вот она у нас камера. Да, она показывает. Видео стандарт. Вселение. Так. Управление камера. Кажется, тут надо еще разбираться. Ну вот мы ее сейчас добавим. Так. Берем мы нашу платку. То есть вот я ее поднимаю даже на 3-4 миллиметра, да, видите, и фокус почти на сантиметр поднимаю, и фокус не расплывается, то есть не надо постоянно ее подстраивать. И то же самое в оптические эти окуляры смотрим. И у нас не происходит вот этого размытия, как на обычных простых микроскопах. Вот, это у нас самое минимальное разрешение, да? Это единичка 10х. Это в 20-кратное увеличение. Соответственно, вот уже при большом увеличении мы... То есть камера немного картинку кропает. Но в оптику там довольно большое поле. Вот все, это максимальное увеличение. Это у нас резистор 0,8-0,5 так выглядит под этой камерой. Соответственно, если просто на мониторе, то
Вот. Такого вот качества можно добиться. Это на максимальном увеличении. И опять же, то есть по USB все равно она, ну хотя тут практически нет этих вот на старой у меня камере по HDMI моментально она работала, да, по USB было подлагивание. Тут практически этого нету. Практически в реальном времени без тормозов это все происходит. Соответственно, можно вот сейчас посмотреть, я думаю, ну, даже не максимально, вот на 40. У меня вот тут как раз плата залита. Хотел с собой взять, смотреть. Сейчас посмотрим какое-нибудь залитое это переходное отверстие. Вот. У нас получается вот такая вот. Так, это мы что такая-то? Нам нужно залитое отверстие. Вот поврежденный, да? Надо сейчас какой-нибудь прям найти. Нормально так поврежденное. Ну вот два, например, тут, да? Сейчас. Мы можем поиграться с подсветкой, во-первых. Опять же, вот она кропает немного это. Вот так выглядит под ней залитое отверстие. Даже остатки меди еще есть. Не до конца съела. Вот, ну и сейчас давайте я вам покажу просто, что такое поляризационный фильтр. Вот, на таком, да, расстоянии. Вот. Мы делаем фокус, да. Вот. Видите, слабо читаемая эта маркировка. Вот, то есть теперь мы накручиваем поляризационный фильтр. Сейчас сниму подсветку. Вот, и с поляризационным фильтром у нас будет вот такой вот эффект. Уже даже вы видите, да? Пожалуйста. То есть мы крутим. И вполне себе читаем все маркировки. Соответственно, ну, на светлом они еще там бликуют. Видите, опять же, блики, да, есть когда? Вот какие-нибудь деталюхи, я не знаю, микросхемки. То есть с поляриком вообще красота. Вот. И обратите внимание на цвет самой пайки припоиде. Надо еще какую-нибудь найти плату с микротрещинами. И вот они сразу, блин, бросаются. Видите, чернота. Соответственно, мы делаем что? Так, мы уже опустили, да, до этого. Вот, при дефектовке. Ну, то есть видно, да, более там рваная, она сразу бросается в глаза, выделяется.
все отверстия, которые целые, они вот идут как с завода, да, которые поврежденные, их более четко видно. Сейчас. Соответственно, ну через камеру это не так хорошо видно. Вот можно внутри отверстия разглядывать состояние его. Вот эта вот часть, вот эта часть. Вот видите, они сразу бросаются в глаза. То есть я вам сейчас покажу. Я вот пинцет возьму. Вот это повреждено. Были залиты. Вот сейчас повыше, тут вообще прям четко видно. Ну и, соответственно, маркировка прям читается на ура. И тут еще у нее есть нулевое положение, у этого фильтра такой щелчок. Оп. Вот, то есть как бы она уже прям 100% поляризованный свет идет через нее. Вот, это, короче, накладка поляризатор так работает. Но под ней постоянно работать неудобно. Она больше удобна при инспекции платы. Вот. А для повседневной работы, чтобы не было бликов, я вот еще приобрел, то есть откручиваем эту накладку. У нас получается рассеиватель вот такой пластиковый есть, матовый. То есть он уменьшает бликование на это при работе. Вот, мы его закрутили. И под ним уже вот на каждый день глаза меньше устают, и все. Он, то есть, ничего не подстраивает, но уменьшает тут больше, ну, бликов гораздо меньше при пайке. Читаемость гораздо лучше. То есть вот для каждодневной работы, чтобы не просто вот с этой. И плюс, опять же, вот смотрите, ну тут уже так не так хорошо. Если сделать меньше увеличение, она выше просто не поднимается, ниже, вернее, не опускается. Ну, то есть, как бы я даже вот поднимаю плату под 30 градусов, наверное, под 40. То есть, и смотрите, вот поднял, ну, видите, четкость, ну, вот 2,22, да, вот она поднимается. То есть, это расстояние вот этого вот резистора примерно на сантиметр от стола уже поднялось. Вот опять кладу, ничего не трогаю микроскоп. То есть, в большом диапазоне перепада высот, ну, то есть, не требуется постоянно его подстраивать, как на китайце. То есть, на китайце постоянно, ну, там, чуть повыше, пониже, надо постоянно было крутить эту ручку фокусировки. Соответственно, тут это уже не требуется. И вот просто под ним очень комфортно работать. Соответственно, поле зрения, ну, вот вы сейчас видите, смотрите, микросхему, не целиком даже, да, а я вижу тут, помимо этой микросхемы, еще, ну, грубо говоря, в 4 раза больше поля. То есть камера, она, ну, на HDMI она показывает полную картинку, а вот тут она кропает, когда через USB. Вот. Я не дофига оптический специалист, не знаю, почему так происходит, но как бы для записи там работы вполне себе. Но самый главный мульк, я вам тогда потом, когда налажу по HDMI, чтобы все работало, я вам покажу там в камере, то есть есть возможность прям это как линейкой, мышкой, не мышка вот подключается и измерение делать, то есть там надо прям раз подвел, ну, грубо говоря, вот отверстие есть, прям точки поставил одну, вторую, и по ней окружность, да, и она
подсказывает, прям сразу измеряет диаметр просто по изображению, там расстояние какое-то замерить там. Ну, но потом это более подробно я сделаю прям обзор, как что позволяет эта камера делать. Дом, то есть у меня полновей монитор, он как бы напрямую там HDMI вход, все работает. А тут у меня DVI и этот, как я, через переходничок что-то не хочется тут работать, надо подумать. Вот. Вот как-то так, ребят. Так, ребят, короче, вот такой у нас обзорный, в принципе, обзорчик небольшой получился Leica iVesta 3. Вот, теперь у меня она будет мелькать в видео почаще. Буду стараться для вас писать. Вот. Более подробно вот эти все применения фишек, там будут какие-то попадаться платы, где прям именно будет что-то на контрасте все видно. Я вам тогда отдельные ролики прям сниму по работе с этими прибамбахами. А это у меня будет, в принципе, накладка, ну, на постоянке, которая... Сейчас я вот так сделаю. Соответственно, вот так вот убавим яркость, чтобы не... Ну, рассеиватель матовый снимут прям хорошо. То есть, и в принципе, вся оптика у нас на качественном оптическом стекле выполнена. Даже при таком слабом освещении все очень хорошо видно. Подстраиваем. То есть, у нас сразу, кто интересуется, где линейка. Куда я линейку делал? Куда-то убрал. Ну, по паспорту, то есть, короче, фокус на расстоянии 12 сантиметров. Без всяких линз Барлоу. То есть, одной из, наверное, самых высоких в этом классе. То есть, работать вполне себе даже вот у меня с линзой Барлоу. Наверное, за счет этого как раз и такой большой обзор. То есть, паяешь, вполне себе все видно. То есть, ничего не мешается. Вот. Все отлично видно. То есть, и спокойно тут под ним феном можно там работать паяльником. Как бы никаких проблем нет. Так что вот как-то так. Еще раз вам покажу. То есть это вот так выглядит подсветка. Это органы управления. То есть, ну, тут кнопка включить-выключить ее. Добавить, убавить яркости. Ну и, соответственно, если вот это нажимаем кнопочку, она выбирает режим. Вот два светодиода, то есть половина сектор горит с одной стороны. А тут переключаем эффекты. Ну, поняли, да? Туда-сюда с двух сторон подсвечивает. Потом, опять же, можно выбрать средней кнопкой режим одна точка, и она будет по кругу, то есть по 90 градусов, короче, сектор, да, светится. Можно с разной стороны, чтобы падал свет. Ну и вот так по диагонали, то есть переключать их. Такие режимы, ну и полностью вся светится. Вот это сейчас вот минимальный свет, такой приглушенный. Все увеличивать, вот, пожалуйста. Раз, 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 раз. Ну это и то не весь, вот максимальный. Все, вот это максимальный свет, яркость. И это условие, что рассеивающий фильтр стоит. То есть подсветка очень мощная. Вот, выключаем. С камерой, короче, я сейчас буду разбираться, потому что надо тоже наладить, потому что функционал вот этот вот полезный очень на вывод на монитор. Соответственно, мышкой прям вообще супер. Я дома уже поигрался, сегодня ночью приехал вот с Питера. То есть какие-нибудь вот шары, когда если ребольш, вообще классно, блин. Посмотрел, неизвестно там какой, ну, нет даташита, например. Раз замерил, ты уже понимаешь там размер шариков. Опять же, какой-нибудь, если зарисовать свой специфический этот трафарет, если надо, например, также можно его все отфоткал, да, через нее. И в этой же программе прям все по размерам, ну, обвел, шаблон сделал, можно заказать там себе тот же трафарет для какой-то там микросхемы. Ну, соответственно, у китайцев же его можно заказать. На том же, например, ну, как GLC PCB, да, они делают же не только платы, они могут изготовить и трафарет для паяльной пасты. Соответственно, вы наносите. Точно так же можно заказать своими этим просто трафарет. Вот. Ну, наверное, пока на этом все, ребят. Надеюсь, обзор был кому-то полезен, потому что, ну, я как бы посмотрел на русскоязычном ютубе, особо даже, в принципе, и нет такого микроскопа. Ну,
Avesta 3 и S9. Ну, в принципе, он по характеристикам та же S9. Ну, мне кажется, просто посимпатичнее смотрится. Потому что, ну, тут такой видровер прикольный. Вот у Викона есть. Вот. Но мне больше как бы вот это понравился. Чисто визуально, по характеристикам, мне кажется, там, ну, как заявлял Александр, все абсолютно. Ну, я тоже сидел на сайте, сравнивал брошюры, там их ТТХ, вроде все абсолютно одинаково. Вот, по крайней мере, все вот этот весь обвес, вот эти все штуки, все взаимозаменяемые 100%. Вот. Ну и что еще? По подсветке, говорю, прям все меня, ну, что-то с ней сделать, она вот прям элементарно открутил один винтик, моментально её снял, подкрутил, заменил. И тут прям что четко сделано, она прям до упоров втыкается, да, упирается. И прям чуть-чуть поджать, все, она держится хорошо, то есть никаких проблем. Вот. Так что, как бы, если что, как Александр, как продавца, рекомендую. Все, приехали вот с Андреем как раз гараж автоэлектрика, все у него мы посмотрели. Я там на месте все его потестировал, собранный, собрали весь этот комплект. Ну, то есть, как бы, все поюзал, все понравилось, оплатил, запаковали и, соответственно, уехали. Вот. Ну, такие покупки, как бы, дорогие. Ну, хотя он, как бы, там все люди пишут, там у него отзывов много тоже на Авито, посмотрите. То есть, как бы, без проблем. Ну, я, как бы, такой старовер считаю. Мне проще самому все приехать пощупать, потом уже купить. Потому что, ну, как бы, некоторые вещи думал, там, поляризационный фильтр брать, не брать. Ну, как бы, посмотрел, да, действительно, штука очень прям полезный, огонь. Вот. Но имейте в виду, то есть, как бы, даже просто вот эта вот штука, кусочек стекла и пластика, и железа, да, алюминия, 72 тысячи рублей. Вот. То есть, как бы, все оборудование не дешевое. Актуальные цены можешь посмотреть у него там в Авито. Ну, Телеграм, там ему контакты себе оставлю, короче, с ним напрямую связывайтесь, если кому-то это надо будет. Вот. Пообщайтесь, он проконсультирует, человек, как бы, ну, разбирается хорошо в этой всей теме. Вот, ладно, ребят, надеюсь, видео было полезным, интересным. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем про Telegram, Boosty и Дзен. У меня еще канал есть. Там ссылки все в описании будут. Вот. Ну и ждем тогда следующей части. Я там поподробнее все настрою, покажу еще дополнительный функционал. И тут пока просто обзорно, там пример картинок с него. Вот. А уже так подробно какие-то мульки по работе будут возникать. Я вам, конечно же, там отдельными там роликами или шортскими запилю, покажу. Следите за каналом. Ладно, всем мир, всем добра, всем пока.